Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем вот такой интересный декор. Покажу, как прикрепить филигрань, как украсить, конечно же, как сделать бантик. Многие скажут, Новый год прошел, нам это не надо, но я уже готовлюсь к следующему Новому году и буду делать комплекты по 3 штуки, будут в красивой подарочной упаковке и будут доступны к заказу в разных цветах. А сейчас приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать филигрань, которую мы с вами украшали. Сюда еще добавились листики, покажу, как их украшать. Мне понадобится лента, она у меня 2,5 сантиметра, а это для бантиков. Стразы, конечно, мелкие стразы, клей, карандаш и шаблон. Шаблон я буду использовать 9 сантиметров. И многие спрашивают у меня про эти стразы. Эти стразы я заказываю здесь, в Америке. Ссылку оставляла в Инстаграм на магазин. И начну работу с филигранью, чтобы отправить ее сушиться. Я ее немного выгибаю, чтобы придать форму. И теперь буду украшать. Беру клей. Это у меня универсальный клей. Вот этот уху. Мне часто задают вопрос, какой же клей я использую. Вот его я и использую. Очень хорошо все подклеивает. И наношу клей и подклеиваю первый страз. Так, вот укладываю его. Так, наоборот. Сори. Вот так вот. Здесь можно по-любому. Вот здесь у меня в этой стороне страз приклеен. Можно по-любому подклеивать. Выбирать уже кому что нравится. И сейчас просто наношу вот такие маленькие точки клея и буду подклеивать стразы. Так, надо мне подточить карандаш. Что-то он уже плохо хватает стразы. Здесь уже какие стразы у кого есть, крупнее. Вот я добавляю один крупный. Так, вот он. Вот. И просто наводим красоту на филиграни. Здесь уже у кого какие материалы есть. И получится вот такие вот листики. И теперь приступаю к бантику. Бантик самый легкий. Вот я просто обворачиваю шаблон. Таким образом оставляю немного ленты. Подворачиваю один край и второй край. Вот что получается. Беру иголку. Я работаю с бисерной иголкой. С ней очень легко работать. И она не делает, как это сказать, затяжек на ленте. Очень удобно работать. И просто вот так вот прошиваю. Вот какие у меня стежки. Теперь снимаю с шаблона. Помогаю вот так пальчиками и затягиваю. Все выравниваю и делаю закрепку. Я примеряю бантик и вижу, что у меня слишком большие длинные вот эти концы. Я подрезаю и обжигаю с одной стороны. Так, и с другой. Конечно, в процессе работы это что-то еще может измениться. Так, слишком длинный. Возможно, уже на готовом изделии мне придется еще раз подрезать. Но в любом случае все края надо обжигать, чтобы ничего не сыпалось. Из тонкой ленты мне хочется добавить на бантик флажок. Поэтому я складываю ленту вот такой восьмеркой. Один край вверх, другой вниз. Утягиваю, примерно примеряю. И теперь беру любой отрезок нитки или ленты и просто вот так его утягиваю, завязываю и сделаю узелок. Сейчас объясню, почему я так делаю, а не сразу приклеиваю. Так, воспользовалась зубами.
Вот бантик у меня завязан. И теперь я его примеряю. Вот так подкладываю. И если у меня слишком что-то где-то торчит, то я вот могу утянуть или наоборот вытянуть. Вот. И когда меня все устраивает, я просто беру эту нитку, которой завязывала бантик, и вот так вот. И затем приклею горячим клеем. И вот у меня бантик такой, как мне нравится, и встал именно так. Вот эти все торчат именно так, как мне нравится. Если в процессе работы кажется, что длинный, я еще чуть-чуть утягиваю. Ну, теперь я наношу немного клея и еще раз прокручиваю, все вот это закрепляю. И лишнее все убираю. Подрезаю вот эти ленты. Здесь можете регулировать длиннее, короче, кому как нравится. И, конечно же, бантик надо перекрыть. Наношу клей. С этой стороны тоже можно подклеить, так как будет декор и ничего видно не будет. Обычно, если бантик не закрытый, нету никакой брошки, то на лицевую сторону лучше клей не наносить. И вот мой бантик готов. Подклеиваю бантик к игрушке. Я наношу достаточно много клея. И бантик вот так сверху сажаю, чтобы клей у нас ушел вниз и все подклеилось. И даю бантику закрепиться. И вот о чем я говорила. Я подклеила бантик и вижу, что мои вот эти части, кончики торчат. Поэтому я слишком длинные и мне не нравится. Я немножко подрезаю. В таком же положении держу и обжигаю. Ну и, конечно, вот этот тоже надо укоротить. Вот теперь меня устраивает больше. Теперь я беру филигрань и вот эти вот кончики, которые у нас оставались, я их сначала закручиваю побольше. Можно вот так через саму филигрань все это вот так подвести. И тут я, конечно, все это подклеиваю, наношу клей. Ой, извините. И что-то холодное. И затем все это подрезаю. Вот оставшуюся проволоку я просто убираю, подрезаю. И теперь у нас уже ничего не будет колоться. И филигрань я буду и приклеивать, и пришивать. Но сначала пришивать. Я использую бисерную иголку, она вот такая гнущаяся, очень удобно. Можно использовать леску, можно использовать нитку. Здесь все равно все закрыто, ничего не будет видно. Я возьму нитку, чтобы вам было удобнее видеть. И я примеряю, где у меня будет филигрань, и закрепляю нитку с иголкой. И теперь я просто беру, вот у меня будет расположение вот такое, вот через филигрань и снова закрепляю. И делаю так несколько раз. Так, тут не совсем удобно, но вот эту иголку, вот то, что я говорила, ее можно согнуть очень так, чтобы бантик не зацепить. Все цепляется. Но все это можно вот так убрать. И затягиваю. Так, слежу за тем, чтобы у меня расположение было таким же. Снова вот так вот закрепляю. И иголкой снова вниз. Нам надо как можно больше раз закрепить. Так, где моя иголка? Зацепилась за бантик. Мне просто на камеру неудобно вам показывать, поэтому у меня все цепляется. Когда мы несколько раз проделаем эту операцию, то вот цветочек уже закрепляется и ничего не будет шевелиться. Вот через филигрань. И несколько раз вот так иголочкой мы все закрепляем.
Лучше делать это сверху вниз. Вот я вывожу иголку, чтобы она не цеплялась за бантик. И продолжаю подшивать. Вот она уже хорошо держится. Бантик потом на место уложу. И я вывела иголочку вот здесь. И здесь у меня будет пришиваться вот эта филигрань. Я также одеваю ее. И, можно сказать, в это же отверстие совсем рядом. Там у меня будет страз, поэтому ничего видно не будет. Вот, подшиваю. Так, сейчас укладываю красиво. Вот, и несколько раз делаю. Сейчас еще раз через отверстие. Так, что у меня тут запуталось чуть-чуть. Сейчас распутаю. Вот, все есть. Еще раз через отверстие. Сильно не затягиваю, затяну вот второй раз, когда я уже пройду иголочкой. Вот, затягиваю. И вывожу иголочку чуть ниже, чтобы пришить второй лепесток. Вот, он уже пришит и, конечно, будет еще подклеен. И продолжаю работу. И вот очень удобно работать вот на таких пластиковых платформах. Это у меня осталось от коробки. Мы с вами елочки делали. Я высыпаю всегда стразы и потом сразу вот эти стразы в пакет насыпаю. И нигде ничего не рассыпается. И теперь я еще все подклею. Поэтому вот так аккуратно все отодвигаю. Подлезаю пистолетом под филигрань и подклеиваю. Вот так прижимаю с одной стороны. И тут уже, можно сказать, все уже и так приклеено и пришито. Но в любом случае очень аккуратно это делаем, чтобы ничего не испачкать. И прижимаю. Теперь я приподнимаю листики. И вот сюда под самый край, где мы пришивали, я наношу клей и подклеиваю в нужном положении, как мне надо. И вот такие игрушки у меня получились. Мне очень нравится полученный результат. Все чисто, красиво, аккуратно и все сочетается. В следующем уроке будем украшать вот эти заготовки. Как делать все заготовки, есть видео на канале, ссылку я оставлю. Здесь будут немного другие бантики и лепнина. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.